Медитация и осознанность — это практики тренировки ума, направленные на концентрацию на настоящем моменте, здесь и сейчас, путем наблюдения за мыслями, чувствами, ощущениями в теле и окружающим миром, без осуждения и оценки. Это помогает справляться со стрессом, улучшает концентрацию и самопонимание. Основные методы — наблюдение за дыханием, сканирование тела, внимательное выполнение повседневных действий, еда, ходьба, а главная цель — принятие текущего опыта и развитие внутреннего спокойствия. Многие не понимают, что такое «здесь и сейчас», принимают как просто слова и ничего более, хотя это один из ключевых моментов любой медитации. При медитации вы что-то представляете. Это называется визуализацией. Этим действием вы направляете свое внимание. Чем четче картинка, тем выше вероятность повторения события в действительности. Здесь и сейчас это представление не просто картинки, а переживание ее, подтверждение увиденного чувствами. Многие просто представляют что-либо, но представляют как что хотели бы видеть, при этом ничего не чувствуют. Это неправильно. Вы должны визуализировать и вызвать в себе чувство того, что вы представили, как вы находитесь уже в нем. Если вы хотите найти себе друга или подругу, вы не представляете именно определенного человека, ведь вполне вероятно, он или она не хотят отношений с вами, а это уже конфликт интересов, своего рода противостояние. И здесь неизвестно, кто победит. Представьте себе просто человека без определенных черт его лица. Сосредоточьтесь на том, насколько вам приятно и комфортно с ним находиться. Сразу стоит сказать, многие приятное ассоциируют с сексом и концентрируют свое внимание и визуализируют именно этот момент. Но в этом и кроется опасность. Вселенная видит это, что вам приятны только сексуальные отношения, и именно поэтому будут попадаться люди тоже только с такими предпочтениями. Но жениться или выйти замуж не будет в их интересах. Согласно законам Вселенной, вы получите, чего хотели. Хотели секс, вы его получите, но ничего более. При любой медитации вам будут приходить совершенно другие мысли. Это ваш ум будет их навязывать. Не старайтесь их гнать от себя, просто переводите свое внимание в нужное русло, и со временем посторонние ненужные мысли не будут приходить. Когда вы на них не обращаете внимания, ум не может ничего сделать, он беспомощен в данной ситуации. Практика осознавания включает в себя процесс развития навыков привлечения внимания к тому, что происходит в настоящий момент. Существует несколько упражнений, предназначенных для совершенствования в медитации осознанности. Один из методов заключается в том, чтобы сидеть на стуле с прямой спинкой или сидеть со скрещенными ногами на полу или подушке, закрывать глаза и сосредотачивать внимание на ощущении собственного дыхания в области ноздри или движений своего живота при вдохе и выдохе. В этой медитативной практике никто не пытается контролировать свое дыхание, а пытается просто осознать свой естественный процесс дыхания. Когда адепты участвуют в этой практике, их ум часто убегает к другим мыслям и ассоциациям, и если это происходит, они пассивно отмечают, что ум блуждал, и возвращаются к сосредоточению на дыхании. Другие медитативные упражнения для развития осознанности включают такой вид медитации, как сканирование тела, где внимание практиканта направлено на различные области тела и отслеживает ощущения тела, которые имеются в настоящий момент. Вовлечение в практику йоги, наблюдение за движениями и ощущениями тела, а также ходячая медитация — это другие методы развития осознанности. Можно также сосредоточиться на звуках, ощущениях, мыслях, чувствах и действиях, которые происходят в настоящем. В этой связи известно упражнение, введенное Кабатом-Зином в его программе «Снятие стресса на основе осознанности». Это сознательная дегустация изюма, в котором изюм пробуют и едят с полным осознанием. Медитаторам рекомендуется начинать с коротких периодов, 10 минут или около того, практики медитации в день. Если практика происходит регулярно, практиканту становится легче сосредоточить внимание на дыхании. Хотя практика осознанности проистекает из буддийских методов медитации, в буддийском контексте соблюдение моральных заповедей является важным подготовительным этапом.
Випассана также включает в себя созерцание и размышления над такими явлениями, как дукха, анатта и аникка, а также размышления о причинности и других буддийских учениях. К практике осознанности можно подходить как формально, так и неформально. Формальный подход — это выделение специального времени для медитации. Это могут быть управляемые практики, сканирование тела или даже медитации в движении. Неформальная практика подразумевает осознание того, что происходит вокруг вас в самые обычные моменты жизни, например, когда вы моете посуду. Основная цель — полностью сосредоточиться на задаче, которую вы выполняете. Таким образом, практиковать осознанность можно по-разному. Преимущество формальной практики заключается в том, что, изучая техники концентрации, мы развиваем способность уделять внимание и повседневным задачам тоже. Время, которое уделяем медитации, имеет важное значение, поскольку именно во время практики мы трансформируем паттерны работы нашего мозга. Одна из медитаций осознанности, которая затрагивает многие аспекты общей практики, это пятиступенчатая медитация осознанного дыхания. Вот коротко о каждом шаге. На первом этапе считайте перед выдохом, сделайте вдох, а на выдохе мысленно скажите «раз» и так до 10, а затем опять начинайте считать сначала. Цель не столько в том, чтобы сосредоточиться на счете, сколько в том, чтобы удерживать внимание на дыхании. На втором этапе мы считаем перед вдохом. Скажите «раз» и сделайте вдох, потом выдох. Затем мысленно скажите 2 перед следующим вдохом и продолжайте, как и на первом шаге, до 10, а затем начните считать сначала. Изменение алгоритма счета помогает удерживать ваше внимание. На третьем этапе сосредоточьтесь на ощущениях, которые вызывает каждый вдох и выдох. Следуйте за ощущениями, которые создает ваше дыхание. Ощущая дыхание в груди или животе, мы замечаем, как оно влияет на то, что происходит в нашем теле. На четвертом этапе сфокусируйте свое внимание на определенной части тела. Наблюдайте за своим дыханием, как поток воздуха входит и выходит через нос. Обратите внимание на ощущения в области носа. Исследуйте свое дыхание. Последний шаг — это непосредственное присутствие в моменте. Просто наблюдайте за всем, что происходит. Не отвлекайтесь на возникающие мысли, а если это происходит, возвращайтесь к наблюдению за дыханием. Обращайте внимание на малейшие детали, прислушивайтесь к звукам, которые вас окружают, ощущениям своего тела. В чем же польза медитации и осознанности? Это снижение стресса, тревожности и депрессии. Также улучшение концентрации и внимания. Лучшее понимание себя, своих желаний и эмоций, развитие способности справляться с трудными эмоциями. Бывает очень трудно перейти в мирное и безмятежное душевное состояние, если мы чувствуем злость, обиду и горечь от отношения к кому-либо. Тот, кто умеет медитировать, скорее всего, сможет отключить такие чувства, если они возникнут в его утреннюю или вечернюю медитацию, и не будет сильно беспокоиться за их счет. Тем не менее, одной медитации может быть недостаточно, чтобы мы могли полностью простить или отпустить тревожную ситуацию. Эти чувства будут появляться до тех пор, пока мы не решим основные проблемы. Возможно, нам понадобится освоить метод прощения, как способ окончательно разрешить ситуацию, чтобы те неприятные чувства, которые у нас возникли по этому поводу, больше не возникали. Вот почему высокоавторитетные учителя вхождения в осознанность поощряют тех, кто практикует медитацию, используют и другие методы или даже обращаются к терапевту, если испытывают сильные чувства, возникающие у них во время медитации, и особенно если они понимают, что им необходимо решить основную проблему. В плохом состоянии здоровья есть вещи, которые полезны нам в целом, для нашего общего здоровья, а есть вещи, которые могут помочь при определенных заболеваниях, подходящие отношения для нашего психического и эмоционального общества. Некоторые методы для нашего общего внутреннего пространства, другие методы позволяют нам обеспечить довольно необычный способ. Медитация осознанности, как принято учат, очень полезна для нашего общего внутреннего слоя, но иногда нам нужно что-то более конкретное, что мы можем использовать, чтобы сосредоточиться на основных причинах чего-либо, что нас беспокоит, особенно если беспокойство продолжается. Вот где метод «4 шага к прощению» может стать очень важным фактором.
В «Четыре шага к прощению» многое можно назвать осознанностью. «Четыре шага к прощению» помогает нам осознать и принять наши чувства такими, какие они есть. Это также помогает принимать других людей такими, какие они есть, понимая наши чувства к ним, не допуская внутри этих чувств. Таким образом, медитация осознанности и «Четыре шага к прощению» являются очень важными мотивами методов развития более глубокого понимания того, что управляет нами и формирует наше поведение. Они помогают нам изменить наши отношения в сторону и сделать более мудрые выборы благодаря знаниям, которые мы получаем лучше всего от их использования.